Всех приветствую. Этим зимним утром хотел бы рассказать о том, как мы этим летом ездили в Крым. Рассказываю зимой, потому что появилось на фоне нехватки свободного времени, время только сейчас об этом рассказать. Вот. Ездили мы в Крым, получается, летом 2020 года, в августе. Вот. Ездили на своей машине, на Лада Весте, СВ Кросс. Сейчас хотел бы рассказать о том, что нужно взять с собой в такое путешествие. Вот, едем мы 2500 километров, едем мы из Уфы, и едем, получается, в два плеча. Первая остановка в Волгограде, через 1150 где-то километров, и потом уже едем до Керчи. Вот, сейчас покажу то, что нужно взять с собой, если хотите в такое же путешествие. Значит, перенеслись мы в гараж. Первое, что мы видим слева, это канистра для воды. Одна, как можно заметить, с краном. Вот, это для готовки, скажем так. Вторая на 25 литров. Первая, получается, 15 литров. Вторая 25 литров, если с левой стороны идти. Вот. 25-литровая канистра нужна для того, чтобы был запас. Вот. А на постоянку пользоваться, получается, с краном удобно очень. Краник открыл, вода потекла, руки помыл, для еды набрал. Вот. Посередине у нас стоит опрыскиватель для жуков. Но мы его использовали очень интересным способом, сделали из него душ. Получается, я укоротил этот шланг, это место. Вот. Получается, изначально оно было длинное, я его обрезал заглушечки, и получается, что накачиваем давление, там чистая пресная вода, сходили, допустим, в море, искупались, или где-то в дороге захотели искупаться, у меня жена еще посуду мыла, вот им удобно. Включаешь, здесь, получается, он фиксируется, этот элемент. Сейчас зима, замерз, вот, так, получается, выключенный. Нажал и задвинул. Получается, он открывается, и на постоянку у вас будет вода течь. Сейчас, так как холодно, не могу показать этот момент. Вот. Так как мы ездили на машине, мы ездили с палаткой. Палатка вот такая. Называется Камп 3. Трехместная. Ездили 4-летний ребенок, получается. Я и супруга. Вот. Такая палатка. Дальше покажу ее на фотографиях. Соответственно, спальные мешки. Спальных мешков 3 штуки. Вот, но здесь 2. Поэтому один детский у нас убранный. Потом обязательно нужны были веревки. Это только их часть. Вот. Сидеть на камнях где-то, соответственно, под жопу. Поджопник из пенополистирола. Купил обязательно, точнее рекомендую обязательно купить тент. Метра. Вот. Очень нужная вещь, если едешь дикарем в Крым, потому что там постоянно температура от 35 до 40 градусов. Вот мы в августе ездили, такая была. И без него очень тяжело. Плюс там деревьев немного. И я заранее подготовился. Получается, сделал вот такие вот палки. Если посмотреть, вот на конце эти палки рогатульки, это березки. Вот. Можно, конечно, было что-то купить алюминиевое, но я на багажник их положил, и 2500 они у меня в одну сторону, 2500 в другую сторону проехали. И одна длинная 3-метровая палка, получается, эти палки 2,5 метра, эти палки, эта палка 3 метра. Это получается шест посередине мы ставили его, а эти палки по краям. Всего я брал 6 палок, чтобы было более-менее удобно. Вот. Получается, палки растягивал, подготовил колышки с собой. У меня вот здесь, если посмотреть, колышки, специальная арматура, заостренная, окрашенная. Вот. Еще в песочке они. Получается, такая увесистая. Соответственно, спали мы на пенках. Вот, матрас никакие я с собой не брал. То есть в этом чехле тоже колышки, так как основные там
маленькие, которые с палатки идут, они очень маленькие, и, так сказать, их ветром и так далее может сдуть. Значит, следующее, для приготовления пищи купил вот такую газовую плитку. Вот так они в рабочее положение, соответственно, следопыт. У нее газовый баллон. Вот. Удобная штука. Значит так, получается основное это вода пресная, душ, тень, спальное место, соответственно, и палатка. Автомобиль был в комплектации комфорт, поэтому перед поездкой я, короче, его немножко усовершенствовал. Таким образом сделал подполье. Дальше получается, коврик снимаем. У нас здесь полноценное подполье. Давайте сдвигаем ближнюю часть. Для поездки что у меня тут было? Лопата. И вот такие вот откатники, получается, во всю длину машины. Если вдруг машина в песке бы застряла, я бы ими воспользовался. Но, так сказать, так как поездка уже стояла, могу сказать, что не пригодились они. Лопата пригодилась, а откатники не пригодились. И то лопата пригодилась, так сказать, не для того, чтобы машину откапывать, а для того, чтобы, скажем так, культурно ходить в туалет. Вот. Следующий этап. Тут, конечно, у меня всякие эти инструменты на всякий случай. Мешок. Всякое. Это, конечно же, зимний набор. Тут свечки собрался менять, то все. Но здесь, короче, вот для меня лежали приспособы для летнего душа. И... Как эти приспособы? Доп. Элементы для летнего душа. И всякая всячина для купания. Там маски, всякие надувные матрасы, всякая всячина, короче, такая лежала. Вот. Значит, по поводу летнего душа. Сейчас у нас машина в таком виде прикольном. Летом, соответственно, она была чистая, красивая. И летний душ я реализовал за счет багажника. Так, получается, вот эти заглушечки я демонтировал. Сейчас я их, наверное, сниму на камеру, потому что они у меня вклеены. Вот. Демонтировал две заглушки. Получается, на пальцах объясню. Вот этот квадратик. Здесь квадратное отверстие. В него профильную трубу, вот я видел видео, где делали летний душ на базе там багажника, где покупали профильную трубу, небольшую, там, по-моему, 12, и вставляли в этот квадрат. Я изначально думал так же сделать, купил профиль, а по факту у нас вот в этом месте закручено прямо посередине самореза, закрепеж, получается, этого элемента самим этим поперечным. И посередине профиль именно вот для данного багажника, для Весты, он не подойдет. Я взял гладкую арматуру, у меня, по-моему, была 12-я. И вот с двух сторон здесь у нас полукруглые такие основания. Получается, я монтировал багажник, дальше фото покажу, вставлялся он у меня вот сюда. Вот сюда. Получается, вот с двух сторон. Была перекладина такая. И багажник заезжал у меня полностью. Багажник, говорю, неправильно. Душ. Летний душ. Если хочешь искупаться, ты его оттуда вытаскиваешь. Была перекладина, сейчас я его покажу. Вот. А в транспортном положении она у меня была полностью задвинута. Длина, по-моему, здесь метр. Вот. Этого, конечно, мало, когда метр выдвигаешь, места для купания очень мало. И у меня там есть специальные надставочки. Сейчас я это покажу. В транспортном положении эти коротыши снимались. Получается, чтобы купаться, я доставал из багажника два коротыша. Вот такие из профильной трубы. Арматура вставлялась в багажник. А вот эта часть, получается, П-образочка, она вставлялась вот сюда. И получалась как бы вот такая вот система.
Чтобы ехать, я коротыши снимаю. Вот эти. Кладу в багажник. А это просто задвигается. Просто задвигается конструкция. И мы едем, получается, с дополнительной перекладиной. Вот. На скорость, сразу говорю, не влияет, на шум не влияет. Рассчитал таким образом, чтобы эта пешка вставлялась туда жестко, так сказать, друг сама себя расклинивала. Вот. И ехал 140, 150. По платке даже ехал 160. И никаких вопросов. Вот. Ничего никуда не вылетело, ничего не разогнулся. Вот уже как бы приехал, съездил. В следующем году опять так же поеду. Занавески, шторки в ван уже бывают. Вот шторки были куплены на кольцах. Вешаются, получается, по периметру ты шторкой закрылся. Вот. И низ шторки колышками еще этот песочек я втыкал, чтобы ветром там не раздувало, если ветер есть. И вообще шикарно, короче. Вот такая вот вещь. Ну что, сейчас я вам рассказал о том, что нужно брать с собой в такое путешествие. Единственное, я не упомянул о холодильнике. Топорик надо с собой взять обязательно, чтобы дрова там какие-то, костры жечь и так далее. Вот. Ножи, вилки, но это само собой разумеющиеся вещи, как бы, без которых вы не покушаете. Вот. И еще мы брали с собой холодильник. У меня ребенку 4 года всего, и вот в холодильнике хранились всякие прохладительные напитки и его питание. Там всякие рожки, молочко, всякие вкусняшки. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.